Среди активной части белорусского общества в последнее время постоянно возникают дискуссии о важности формирования института власти, которые будут представлять интересы белорусского народа. У большинства белорусов есть четкое понимание, что Лукашенко не является законным руководителем страны. Он разгромно проиграл выборы в 2020 году и узурпировал власть в стране. Лукашенко практически полностью утратил международное признание и скорее воспринимается как функциональный правитель, руководитель. Уровень его международных контактов – это уровень встреч с губернаторами российских регионов. Никаких международных соглашений он не заключает, а скорее нарушает международные обязательства Беларуси. Ярчайшим примером этого является соучастие режима в военной агрессии России против Украины. Даже этих аргументов уже достаточно для вывода о том, что у Беларуси президента в полном понимании этого слова нет. Есть гражданин Лукашенко, удерживающий власть силовыми методами. На наших глазах он потерял международную субъектность, презирается большинством белорусов, масштабирует репрессии. Уровень нарушений прав и свобод граждан Беларуси не имеет аналогов в Европе в 21 столетии. Экономический кризис, социальные проблемы, рост миграции – все это неумолимо ведет к финалу режима Лукашенко. Одним из инструментов, который ускорит его падение, может стать создание демократических институтов власти, представляющих интересы белорусского общества и которые должны предложить реальную программу по возвращению власти белорусскому народу. Что необходимо для создания народных институтов власти? Во-первых, консенсус широкой коалиции демократических сил, инициатив и гражданского общества. Во-вторых, определение принципов и целей создания нового института власти. В-третьих, консолидация усилий всех заинтересованных сторон, направленных на изменение внутриполитической ситуации в интересах белорусского общества. Полагаю, что главные цели для создаваемого института власти общеизвестны. Они определены белорусским народом. Освобождение всех политических заключенных, прекращение репрессий и привлечение к ответственности виновных в их осуществлении, проведение новых демократических выборов президента. В условиях оккупации Республики Беларусь это также вывод российских войск и, самое важное, сохранение независимости и суверенитета Республики Беларусь. Давайте рассмотрим варианты создания института власти в нынешней ситуации. На мой взгляд, их 5. Первый – это вступление в должность президента Республики Беларусь Светланы Тихановской, как избранной на выборах 2020 года. Второй вариант – создание переходного кабинета, как органа национальной власти Республики Беларусь. Третий вариант – реформа Координационного совета для выполнения целей и задач Института национальной власти Республики Беларусь. Четвертый – созыв Всебелорусского конгресса как учредительного собрания путем выдвижения делегатов из граждан Республики Беларусь, проживающих как внутри страны, так и за ее пределами, и формирование учредительным собранием органа национальной власти. И, наконец, пятый вариант – формирование национального освободительного движения и на его основе выдвижение лидеров, которые войдут в состав органа национальной власти. Я умышленно не вдаюсь в обсуждение плюсов и минусов озвученных мной вариантов, так же как и оценку возможностей и реальности осуществления каждого из них. На данном этапе я хочу только обозначить наличие путей и буду признателен, если вы в комментариях выскажете свою позицию. Какой из предложенных вариантов является наиболее реальным и отвечающим современным вызовам, стоящим перед Республикой Беларусь? Сегодня мы находимся на этапе больших перемен исторического времени, когда изменения, к которым мы стремимся, вероятно, даже ближе, чем в августе 2020 года. И это не шанс, а это возможность, которую необходимо реализовать.